Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в выпуске яхта Halber Krassi 352. И затем мы сравним показатели Halber Krassi Rasmus 35 и Halber Krassi 352. Модель Halber Krassi 352 выпускалась с 1978 по 1991 год. За 14 лет было выпущено 802 корпуса. Напомню, что Halber Krassi Rasmus 35 выпускался с 1967 по 1978 год, и за 11 лет было выпущено 760 корпусов. Как сообщает нам сайт верфи Halber Krassi, модель 352 с самого начала имела значительный успех в продажах. Это был первый раз, когда дизайнеру удалось реализовать на 35-футовой лодке переход в кормовую каюту без ущерба для экстерьера. Halber Krassi 352 предлагал характеристики большой лодки по умеренной цене. Он отличается комфортабельным интерьером с проходом в кормовую каюту под палубой, мощным двигателем, а также приятными ходовыми качествами и красивыми линиями. По традиции напомню, что на канале Идеальный круизер мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Джон Холтроп, морской инженер и конструктор, на основании анализа более 400 проектов известных яхтенных конструкторов, составил так называемый эталонный проект крейсерской яхты, который мы и будем использовать в качестве эталона. В эталон также вошли показатели, предложенные Яхтенным гоночным союзом США и Обществом морских инженеров СНЭЙМ. Итак, Halber Krassi 352. Дизайн Христоф Расси и Оле Эндерляйн. За 14 лет производства в модель лодки непрерывно вносились модификации. Например, с какого-то момента корпус стал выше, что увеличило высоту внутренних помещений. Лодка выпускалась с двумя вариантами мачты – стандартная и высокая. У высокой два ряда краспиц. Материал корпуса – файбергласс. Тип парусного вооружения – мастлет шлюп. Финкил с радер со скегом. Центральный кокпит. Тиковое покрытие палубы. Толщина тиковой планки 20 мм. Внутри корпус обшит красным деревом. Все иллюминаторы из акрилового стекла толщиной 9 мм и обрамление из легкого сплава. Палуба и надстройка – сэндвич-конструкция из стеклопластика 25 мм с поливиниловым ячеистым пластиком. С самого начала на Halber Krassi 352 был Volvo Penta MD21, но производство этого двигателя было прекращено в конце 1984 года, и его заменил Volvo Penta 2003 Turbo 43 лошадиные силы. Емкости. Объем бака для воды 300 литров, объем топливного бака 240 литров. Цены колеблются от года выпуска и состояния яхты и в среднем находятся в диапазоне 80-95 тысяч евро. Основные размерности. Длина корпуса по палубе 34,75 фута. Длина корпуса по КВЛ 28,58 фута. Ширина корпуса максимальная 11,8 фута. Осадка 5,5 фута. Водоизмещение 14 770 фунтов. Площадь парусности 600 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Halber Krassi 352 значение фактора энерговооруженности равно 16,1. Значение находится в диапазоне значений эталона. Добавим плюс к условному комфорту. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 282,45
Также находится в диапазоне значений эталона. Добавим плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Halberg Krasi 352 значение равно 30,47. Значение чуть-чуть меньше эталонного, и это плюс к условному драйву. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,75. Значение находится в диапазоне значений эталона. Это плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 0,45 практически попадает в диапазон значений, характерных для круизных лодок. В данном случае предпочтение отдано остойчивости веса. Добавим плюс к условному комфорту. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Чем меньше значение, тем корпус более относительно широкий. Для Halberg Krasi 352 значение равно 3,14. Значение меньше эталонного. Корпус относительно широкий. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. В нашем случае скорость корпуса равна 7,16 узла. Это меньше, чем у идеального круизера. Плюс к условному комфорту. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов и излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Halberg Krasi 352 значение равно 1,71. Это соответствует эталонным значениям. Это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 526 224,7 фунта на фут в квадрате. Значение намного меньше эталонного, и это еще один плюс к условному драйву. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у устойчивых малый. В нашем случае период равен 3,43 секунды. Значение меньше эталонного. Добавим плюс к условному драйву. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы. Валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 1,2 попадает в диапазон эталона и означает, что лодка умеренно валкая. Это плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Halberg Krasi 352 значение ускорения бортовой качки равно 0,07 G. Значение попадает в диапазон значений, который считается нежелательным для крейсерских яхт. Тем не менее, это все еще хорошее значение, совсем немного превышающее значение, не оказывающее влияния на человека. И это плюс к условному комфорту. Подведем итог по Halberg Krasi 352. Halberg Krasi 352 набирает 9,34 балла в рейтинге «Идеальный круизер». Пробежимся по показателям. Значение фактора энерговооруженности и фактора скорости соответствует значениям эталона. Значение фактора водоизмещения также соответствует эталону. Лодка имеет оптимальное водоизмещение для своей длины, характерное для круизеров. Фактор комфортности почти попадает в диапазон эталонных значений. Риск опрокидывания – отличное значение и располагается в диапазоне значений эталона. Стройность корпуса – корпус относительно широкий. Момент инерции довольно маленький, меньше эталонных значений.
Но несмотря на это, у лодки очень неплохое значение периода бортовой качки и значение показателя остойчивости. Лодка умеренно валкая. Значение ускорения бортовой качки близко к диапазону значений, не оказывающих влияния на человека, хотя и находится в диапазоне нежелательных значений для крейсерских яхт. По техническим показателям Halberg Krassi 352 – это отличная круизная лодка. В рейтинге «Идеальный круизер» Halberg Krassi 352 занимает 5-е место, потеснив Tachava CT-41. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. При выборе конкретной лодки стоит руководствоваться в первую очередь ее показателями. Разумеется, не стоит забывать и о том, что данный рейтинг строится только на параметрах, влияющих на поведение лодки в море, и не затрагивает другие аспекты, влияющие на решение приобрести ту или иную лодку. Итак, на первой странице рейтинга Halberg Krassi 42F Mark II, Pacific Seacraft Krylok 44, Baba 40, Island Packet 40, Halberg Krassi 352, Tachava CT-41, Colvik Victor 40, Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Kill, Cherubini 44 Catch. На второй странице Nautica 40, Trintella 57A, Nautica 331, Halberg Krassi Rasmus 35, Amel Super Maramo 2000, шхуна Cherubini 48, Haber 34 C4, Halberg Krassi 40C, Garcia Exploration 45, Borel 47.2. Все страницы рейтинга можно будет увидеть в очередном выпуске «Ямайский ром. Бургундская ваниль». Итак, давайте сравним между собой показатели яхты Halberg Krassi 352 и яхты Halberg Krassi Rasmus 35, которую мы анализировали в предыдущем 28 выпуске. Слева параметры Halberg Krassi Rasmus 35, а справа Halberg Krassi 352. И сначала посмотрим на размерности. Из диаграммы сразу же видно, что у 352 все значения больше, чем у Rasmus 35. Это значит, что 352 немного длиннее, у нее чуть длиннее ватерлиния. Она шире, чем Rasmus 35 на 1,8 фута. Ширина корпуса максимальная у Rasmus 35 3,5 метра, а у 352 3,38 метра. Осадка у Rasmus 35 1,3 метра, а у 352 1,68 метра. Водоизмещение у 352 больше на 2670 фунтов, что в метрической системе составляет примерно 1212 кг. Разница составляет примерно 18%. Площадь парусности у Rasmus 35 44,5 метра в квадрате, а у 352 55,74 квадратных метра, что на 20% больше, чем у Rasmus 35. Далее расчетные параметры. Фактор энерговооруженности. У Rasmus 35 этот фактор существенно меньше, чем у 352. Сразу же посмотрим на фактор скорости. И та же картина. У 352 значение этих параметров существенно больше, чем у Rasmus 35 и расположены в диапазоне эталона. Значит, 352 пободрее и подинамичнее, чем Rasmus 35. Фактор водоизмещения у Rasmus 35 меньше эталона. Учитывая год постройки, можно предположить, что такой относительно легкий корпус предполагал участие в гонках. У 352 фактор водоизмещения уже характерный для круизных лодок. Фактор комфортности также наводит на мысль, что Rasmus 35 проектировался с учетом возможного участия в гонках. У 352 фактор комфортности хотя и ниже эталона, но не намного. В любом случае это прекрасное значение. Напомню, что у большей части современного масс-маркета значение фактора комфортности не превышает 26 единиц. Значение фактора риска опрокидывания
У обеих лодок просто замечательные и находятся в диапазоне значений эталона. Для современного масс-маркета характерны более плохие с точки зрения круизных лодок значения, и обычно они превышают значение 1,9. Фактор балласта одинаков у обеих лодок и практически находится в диапазоне значений эталона. Стройность корпуса. У 352 корпус относительно более широкий, чем у Rasmus 35. Длина корпуса у 352 на 0,7% больше, чем у Rasmus 35. То есть длины практически одинаковые. А ширина 352 больше на 10%, чем у Rasmus 35. Ширина корпуса максимальная в абсолютных величинах. У Rasmus 35 3 метра 5 сантиметров, а у 352 3 метра 38 сантиметров. Проектная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины по ватерлинии с учетом коэффициентов. И у 352 на 0,14 узла больше. Это небольшая величина, и можно считать, что скорости одинаковые. Момент инерции. У Rasmus 35 момент инерции очень маленький и снова наводит на мысль о гоночных лодках. Сравните, у Rasmus 35 момент инерции округлен на 372 тысячи фунтов на фут в квадрате, а у Pogo 1250 373 тысячи фунтов на фут в квадрате. Хотя если взять хотя бы Океанис 393, то у него момент инерции уже 683 тысячи, что почти в 2 раза больше, чем у Rasmus 35. Близкое к этому значению мы видим и у 352. Это почти 527 тысяч фунтов на фут в квадрате. Период бортовой качки одинаковый и имеет неплохое значение, более 3 секунд, хотя и немного меньше, чем у эталона. Показатель остойчивости у обеих лодок имеет значение, соответствующее эталону круизера. Ускорение бортовой качки у Rasmus 35 немного лучше, но и у 352 значение хорошее. Итак, резюме. Обе лодки, и Rasmus 35, и Halber Krassi 352, имеют очень хорошие технические показатели с точки зрения круизной яхты. Параметры 352 выглядят более привлекательно. И здесь самое время посмотреть на стоимость лодок на вторичном рынке. За Rasmus 35 просят 35-50 тысяч американских долларов, а за 352 80-95 тысяч евро, то есть практически в 2 раза больше. И это, конечно, важно. Если вы выбираете одну из этих лодок, то вывод простой и очевидный. Если позволяет бюджет, думаю, нужно брать 352. Если бюджет не позволяет, тогда Rasmus 35. Благодарю зрителей канала Михаил Матеренко и Савелий С. за предложение рассказать о технических параметрах Halber Krassi 352 и сделать сравнение с техническими показателями Halber Krassi Rasmus 35. Следующий выпуск будет посвящен яхте американской верфи, известной своими Blue Water яхтами. Не пропустите, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обращаю ваше внимание на то, что на канале мы рассматриваем серийные монохолы длиной до 58 футов включительно. Спасибо за внимание, до новых встреч на канале Идеальный круизер.